Ребят, еще раз привет. У нас сегодня не получается с вами попрощаться. И это еще один внеплановый стрим с дополнениями. На самом деле произошло то, что мы уже ждем больше 2 лет, играя в State of Survival. И я не мог пройти мимо и запланировать ролик там на понедельник или на вторник. Поэтому я решил все-таки еще дополнить, потому что есть 3 пункта, о которых сейчас я хочу с вами поговорить. Итак, давайте начнем. И первое, что я хочу вам показать, это новые навыки у героев. Смотрите, ребят, скорее всего, буквально завтра или послезавтра, или может быть еще чуть позже выйдет новый резонирующий герой с наездник. Так как у нас есть охотник и пехотинец, будет наездник. Даже микрофон включен, согласен. Да, даже микрофон включен. Итак, у Дэрила появился новый навык, который имеет, как мы видим, 7 звезд. Не знаю, в итоге 7 будет или сколько. К сожалению, фрагментов у меня нету, чтобы улучшить. Но каждый следующий навык дает нам скорость марша. Никто не сравнится с Дэрилом в мастерстве вождения. Когда Дэрил ведет отряды в бой, скорость марша увеличивается на 10%. То есть у этих героев-резонаторов появился новый дополнительный навык. В случае с Дэрилом это увеличение скорости марша. Все остальное осталось на прежнем месте. То есть статистику мы знаем, что резонирующие герои берут от того героя, с которым он резонирован. В моем случае это Лука, 590%. Вот они также все остались. Все старые навыки у Дэрила остались. Вот. И новый навык, о котором я только что сказал, это головокружительная скорость. Дальше Ваку. У Вака, охотник на монстров, этот навык новый. Дает бонус к атаке на ПВЕ. То есть на всех, ну, наверное, это на ловушку, на мобов. Скорее всего, это сделано для того, чтобы в подземелье посильнее бить монстров. Ну и вот все остальные, которые монстры есть на карте. Может быть, в будущем какие-то еще арены появятся. В любом случае, когда отряды под предводительством Ваку атакуют врагов, не являющихся игроками, их атака увеличивается на 24%. Сразу хочу добавить, чтобы никто не паниковал, что вот, Вака теперь будет там... Это не относится к ПВП, ребят. К игрокам никакого отношения не имеет. То есть ни Капитолий, ни вода. То есть это никакой роли нести не будет. Значит, первое, что я хотел показать, это новые навыки Дэрила и Ваку. Вот они, мы их посмотрели. Пошли дальше. Очень интересная, крутая штука появилась. Новая, еще одна. Это у нас в исследованиях, в плазменной разработке, новые 3 ветки по каждым направлениям. То есть по охотникам, по пехоте и по наездникам. Что это дает, ребят? Значит, Т-11 войска... Выносливость импульсных налетчиков. Снижает время, требуемое для лечения импульсных налетчиков. То есть мы снижаем время лечения именно Т-11. То есть здесь тоже не путать. Не все войска. Именно относятся только к Т-11. Но это тестовый сервер. Может быть в релизе это отнесет... Ну, в принципе, а какая разница? Чтобы эти навыки открыть, вы должны в любом случае изучить импульсных налетчиков. И изучив импульсных налетчиков, естественно, вы Т-10 использовать не будете. Поэтому здесь логично. То есть первый навык, он уменьшает время лечения, скорость лечения. Одним словом, здесь у нас интересно посмотреть градацию до 15%. 10 улучшений, требуется обычная плазма, ресурсы. 10 улучшений нам сократит скорость лечения на 15%. Следующий это производство. Здесь стоимость обучения. То есть я предполагаю, что это сделано на 50%, заметьте. 10 улучшений, 50% сокращается стоимость. Я сделал вывод. Все топ-игроки реально страдают от нехватки ресурсов. Так как у них уже некуда, в принципе, тратить ускорители, и на карнавалах, и на всех остальных событиях, где нужно создавать войска, реально возникает проблема с ресурсами. И, видимо, это с этим было решено и сделать от разработчиков. На 50% сможем сократить стоимость обучения. Вот ради интереса, сколько... у меня сейчас нет Т11, я не могу посмотреть, сколько стоит.
Ну, можете сами сделать вывод, исходя из ваших показателей. На 50% сократите. И последнее, это лечение импульсных налетчиков. Стоимость лечения. Также мы знаем, что Т-11 катастрофически дорого лечить. За один Капитолий улетает, ну, очень много. Понятно, что это относительно, в каждом штате по-своему, ну, везде по-разному. Но в целом очень большие расходы. Здесь то же самое. 10 веток развития. И стоимость лечения также сократится на 50%. Ну, цифры реально значимые. Не знаю, в релизе, опять же, будет так или что-то обыграют, но пока прям 50% это немало, правда. Наполовину, по крайней мере, это тестовый режим. Ну и самое главное, что я хотел вам показать. Реально все ждали этого больше 2 лет игры State of Survival. Ребята, наконец-то везде, где требуется трата ускорителей, появился ползунок. Смотрите. То есть 19 дней. Раньше мы мучились там, клацая по раз, два, три, 4. Сидели часами, клацали, чтобы в вызове союза выполнить задание и так далее. Теперь у нас есть используйте предметы и получить ускорение. Короче, изменить количество. Вот он. Но так как мы люди, всегда придирающиеся ко всему, что есть в игре и вообще по жизни, единственное, что мне не нравится, что я не могу выбрать, какие именно ускорители тратить. Я просто обожаю, когда в рюкзаке нету, допустим, минутных или 5-минутных, не знаю. То есть, но здесь программа автоматически выбирает, не знаю по какому соотношению. Ну вот, можно, видите, то есть я двигаю, и он автоматически выбирает часовые, 5-минутные. Ну, по крайней мере, видите, сначала он часовые берет. Как только заканчиваются часовые, он берет 5-минутные. Только интересно, что с универсальными. Как выбрать универсальные? Интересно, он будет выбирать универсальные? Ну, это уже не важно, на самом деле. Я думаю, если часовые ускорители, относящиеся к тому или иному процессу, будут закончены, он автоматически, наверное, возьмет универсальный. Я думаю так. То есть тут мы можем уже спокойно выбирать, сколько нам нужно. К примеру, там есть задание на 7200 минут. То есть, я не помню, сколько это там ускорителей, но вы можете спокойно выбрать нужное вам количество. Цифрами нельзя, да, забивать. И клавиатурой тоже нельзя. Только ползунком. Ну, правда, мы придираемся. То есть, можно выбрать там... Странно, что очень большой разбег получается. По... Один скачок у нас 4 часа. Да, вот почему-то разбег очень большой. Ну, плюс-минус по 4 часа 37 минут он почему-то выбирает. Да? Ну, в любом случае. Гор, привет. Виолетта пишет. Виолетточка, привет. У меня хорошие новости для вас, для всех, ребят. Появился ползунок. Слушайте, а давайте, знаете, что попробуем? Ну, окей, здесь 19 дней. Давайте запустим, допустим, 11-часовое обучение. И, вот здесь уже поменьше, видите, по 7 минут. Да, здесь по 7 минут ползунок бегает. Ну, прикольно. Вот. И обучать можно тратить уже столько, сколько нужно. Это 5 дней. Ну, вот, к примеру, если у нас 19-дневное исследование... То есть я выбираю 5-дневный, ну вот, к примеру, 5 дней. Ну вот, 4 дня и 23 часа, и остается там буквально 13 минут еще пощелкать, и все. Сергей пишет... Почему? Да нет, ребят, никаких проблем не будет. У меня в моем случае это последнее исследование. Но здесь же опять, что мы можем делать? Можно запускать на режиме экономики, типа меньше, чтобы... Сам таймер был чуть меньше, там 7 дней. Тогда можно будет ползунок более точно выбирать. Просто чем больше время исследования, тем ползунок, ну, градация ползунка больше. Но опять же, я считаю, что это вообще не проблема. Это мы уже, правда, я думаю, 1% можно двигать. Ну, может быть. Если мы 19 дней разделим на часы, то есть, грубо говоря, 19 дней 5 часов, да? То есть 19 дней, это у нас 19 дней, это на 24, это у нас 456 часов. И еще плюс 5 часов.
И это умножаем на 1%. 4 часа 61 минута, да? Получается... Да? То есть, наверное, как-то так. 1%, ребят... 1% от итогового времени исследования. Вот если это 19 дней, 5 часов 22 минуты, то мы здесь, грубо говоря, от этой суммы ползунок прыгает по 1%. Я считаю, круто. Ну да, наверное, вот он, все 100% шкалы. То есть, грубо говоря, 19 дней, 5 часов 23 минуты, это у нас 100%. А ползунок скачет по 1%. Все. Эту теорию тоже мы подтвердили. Отлично. Ну и все на этом. Если есть вопросы, я еще буквально с вами пару минут, задавайте. Ну, я на самом деле очень доволен. Круто. Ну, конечно, ребят, все нормально. GTA 5 пишет, неужели моя просьба была услышана? Писал в саппорт с этой идеей. GTA 5, я тебе скажу больше. Эту идею еще писали 2 года назад. Те пишут аллилуйя. Да, ребят. Эта мечта даже больше, чем 2 лет. Прям с первых дней игры у всех возникал этот вопрос. Ну, конечно же, кстати, Никита Иноземцев правильно пишет. Возможность тыкать кому нравилось, в принципе, так же и осталась, ребят. Те, кто кайфовал от того, что сидел, минутный ускоритель 7200 раз тыкал, может продолжить. Уровень шефа не подняли? Не знаю, давайте посмотрим. Нет, уровень шефа не подняли. Ничего нового нет. Надеюсь, сегодня я уже больше не буду запускать стримы. Можете меня не благодарить, конечно. Но я считаю, что я должен был и это вам показать. Ну и можно напоследок попробовать зайти на арену. Конечно, я очень сильно сомневаюсь, что я смогу в нее войти. Гор, это потому, что ты во вторник говорил, что скучаешь по стримам и хочешь больше болтать. Это все для тебя. Да, не, правда, болтать я обожаю. И вот эти 2 ролика коротких, которые мы сейчас сделали совместными силами, это было круто. Т-12 когда появится? Юрий, пока информации нету. Ксения, на здоровье. Да дай ты сделать Т-11. Да, ребят, давайте сначала еще с Т-11 все наконец-то познакомятся, а потом уже о Т-12 поговорим. Пока про Т-12 разговоров нет. Ну, больше новинок, по крайней мере, мы пока не увидели. Думали, что герой-наездник появится, и вам тоже его покажу, но, к сожалению, его пока нет. Гор, а может быть шмот героев? Вот, иду, только что написали, снаряжение героя, иду смотреть. Нет, ничего. Нету. Красный шмот героев тоже нет. Это обновление должно быть на следующей неделе. Можно теперь попросить, чтобы они сделали возможность цифрой написать, сколько определенных ускоров использовать нужно. Вот на самом деле, Виолет, я как перфекционист, мне было бы так приятнее. Но правда, ребят, давайте не придираться. Ну, реально это, колоссальное внедрение, я считаю, что наконец-то можно будет спокойно тратить то количество, которое нужно, не заморачиваясь по 15 минут, сидя тыкая кнопки. Спасибо за инфо, очень хорошие новости. Разрабы, как обычно, коряво, но хоть что-то. Ольга, у каждого свое мнение. Почему коряво? Я думаю, просто чисто технически по-другому невозможно это сделать. Но вот у нас есть исследование или обучение. Кстати, ребят, имейте в виду, что лечить тоже теперь можно выбирать, сколько тратить. Так как мы знаем, что в вызове Союза можно использовать брать задания на трату универсальных ускорителей, кому это нужно, может использовать. У кого копится очень много ускорителей лечения. Что касается... Продолжу свою мысль. Ничего кривого я в этом не вижу. К примеру, да, вот если мы берем там, давайте вот часовое, да, 1 час 18 минут. То ползунок здесь вообще будет, по сути, почти по минуте, да, бегать. Ну вот, смотрите, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Видите? То есть вообще классно. То есть вот у нас эти 100% мы по минуте выбираем. Поэтому просто там у меня очень большое исследование, которое длится там 19 дней. Если мы сейчас... у меня нет, к сожалению, здесь талантов. 19 дней. Если мы сейчас... у меня вообще ничего нет. Если бы оно было бы покороче, то, естественно,
было бы проще. Просто этот аккаунт полностью прокачан. Там 5 дней. Запустили 6-дневное какое-нибудь ненужное исследование. Но опять же, это на фулаках. Ну, короче, это уже ладно, действительно мы придираемся. Где недонаторам взять фрагменты на героев-резонаторов? Денис, хороший вопрос, не знаю, я думаю, что это тоже они сейчас продумают для прокачки. Я просто даже, видишь, не могу обменять. То есть у меня был Дэрил, мы только что с ребятами в Дискорде, прежде чем запускать стрим, сидели, я показывал демонстрацию экрана. Я медленно, плавно подошел к рекламе Дискорда. Так что подписывайтесь на Дискорд. Иногда у нас стримы не в Ютубе, там тоже что-то интересное проходит. Ребят, будете наблюдать, общаться. Так что переходим по ссылке и не забываем про Инстаграм. Подписываемся на Инстаграм. Не на лечение, на трату универсальных. Вер, не понял. Я что-то не то сказал? Ну, как-то так, друзья мои. Ну что, и на этом все. Спасибо еще раз за просмотр. Время у нас 8 часов вечера по Москве. Надеюсь, на сегодня внеплановые стримы закончились. Но если сейчас выпустят нового героя, знаете, могу и не удержаться, еще один стрим сделать. Ладно, ребят, всем спасибо еще раз огромное. Этот ролик также выйдет сейчас на канале. Чат также он записывается. Можете посмотреть вопросы. И обычно в чатах у нас на многие вопросы администраторы, модераторы отвечают. Вот Вера, Алена сегодня с нами были. Спасибо им отдельно за все это. Они мне помогали в этих 2 роликах. А вас я благодарю за просмотр. Берегите себя, ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро увидимся. Завтра в 12:50 запускаю стрим. Долгий будет, пообщаемся на все темы. Все, ребят, всем пока.